Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео по многочисленным просьбам я готовлю торт Кутузов. Торт получается очень вкусным, необычным на вкус. Орехово-медовые коржи очень нежные получаются, готовится элементарно, просто и быстро. Из самых простых и доступных продуктов. Будем готовить его без сливок, без сыров. Рецепт знакомый еще из советского детства. Советую приготовить, кто любит именно ореховые, такие насыщенные торты. Сначала приготовим заварную основу для крема. 35 грамм кукурузного крахмала, 8 грамм ванильного сахара, 100 грамм сахара. Отставим пока в сторону. Одно яйцо среднего размера. Мы готовим сметанный заварной крем. Готовится очень просто он. 600 грамм сметаны. Можете брать от 10 до 20%. Здесь сметана, она у меня просто очень холодная из холодильника. Перемешала с яйцом и добавляю туда всю сухую смесь. Сейчас идем на плиту и будем уваривать всю эту заварную основу. Все это растворится сейчас, естественно. Не стала доводить до комнатной температуры, чтобы сэкономить время. Все равно в кастрюльке сейчас все это разойдется. И сейчас при непрерывном помешивании на умеренном огне в кастрюле с толстым дном довожу всю эту смесь до кипения. Когда пошли первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю с огня. Смесь готова. Она загустеет. Так и должно быть. Крем получается очень вкусный. Сметанный заварной крем. Если кто-то не любит со сметаной, вы можете также использовать здесь обычное молоко, либо же йогурт жирный. И тогда тоже будет с кислинкой у вас крем. С йогуртом тоже будет очень вкусно. Переливаю сейчас в емкость, где заварная основа будет у меня остывать до комнатной температуры. И сейчас в это время, пока будет остывать заварная основа, приготовим коржи. Здесь у меня 200 грамм грецких орехов. Я измельчаю их в измельчителе до состояния таких мелко нарубленных орехов. Будет, естественно, крошка и будет вот мелко нарубленный орех. Через друшлаг сейчас я пропускаю это. И то, что самое мелкое, я добавлю в тесто, а то, что покрупнее, вот эти вот орешки, я их буду добавлять в крем. 100 грамм я добавлю в тесто, я отмеряю на весах все это. В мелкой крошке мне немножко не дохватало веса, и я туда добавила щепотку вот этого крупного ореха, это не столь критично. 6 яиц среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара, взбиваю яичную массу до состояния пены и добавляю туда 180 грамм сахара. И взбиваю примерно 3 минуты. Сахар, хоть это и тесто неприхотливое, естественно, ввожу все равно порциями. Так будет лучше взбиваться масса. Когда масса стала вот такой пышной, побелевшей, добавляю туда сейчас 150 грамм растопленного сливочного масла и 100 грамм меда. Тесто будет такое немножко напоминающее чем-то песочное даже, я бы сказала. Это ни в коем случае не медовик на вкус. То есть на медовый торт он похож только вот таким нежным медовым ароматом. 360 грамм муки и 1 чайная ложка без горки соды. Просеиваю все это и замешиваю тесто. И орехи, которые мелкая крошка, тоже туда добавляю. 100 грамм мелко измельченных этих орехов я туда добавляю. Те, что покрупнее, добавлю 100 грамм в крем. Все тоже перемешиваю сейчас. Еще раз обращаю ваше внимание, что в тесто я добавляю именно пищевую соду, не разрыхлитель. Вот такое достаточно вязкое тесто получилось. Туда я добавляю 1 столовую ложку уксуса, от 5 до 9% можете брать. И вот такое тесто. Переложу его сейчас в кондитерский мешок для удобства. Примерно визуально делю его на 2 части. Если вы новичок, лучше сделать это на весах, чтобы не ошибиться. Тесто подвижное, как примерно на молочную девочку вот мы делаем. И 2 мешка у меня вот таких получится. Печется корж очень быстро. Противень стандартный, 42 на 32 сантиметра.
из кондитерского мешка вот это тесто мне понравилось наносить больше, чем просто вот намазывать его шпателем. Потому что, как я уже сказала, оно чем-то также напоминает песочное это тесто. То есть оно какое-то неоднозначное такое. Отправляю выпекаться, температура 200 градусов Цельсия, примерно на 10 минут. Каждый корж буду выпекать. Пока печется первый корж, я уже наношу второй корж также. То есть этот торт реально испечь и собрать за 1 час. Этот торт очень быстрый. Если вы захотите выпекать этот торт в круглой форме, здесь смело можно брать форму круглую 24 см в диаметре, и также получится у вас 4 коржа. Первый корж испекся, я его сразу же достаю из формы, сразу же обрезаю у него края, чтобы он был ровным, тортик у меня. Этими обрезками я их потом измельчу и посыплю боковины торта. Вот такие нежные получаются коржи. Как я уже сказала, это что-то напоминающее песочное тесто получается на вкус. Орехово-песочное такое насыщенное тесто получается, но не медовик. Рецепты медовика у меня есть на канале и без раскатки, и с раскаткой классический медовик, и торт Спартак, шоколадный медовик. Ссылочки, конечно же, я вам оставлю в описании к данному видео. Испекся и второй корж, с ним я проделываю то же самое. Пока он еще теплый, я сразу обрезаю у него обрезки и делю его на 2 равные части. У меня будут коржи примерно 28 на 18 сантиметров. Если вы захотите 20 сантиметров круглые делать в диаметре коржи, у вас получится примерно 7-8 коржей из этого количества теста, смотря как вы будете намазывать. Сейчас все обрезки я сразу же измельчаю, они уже у меня остыли. Такая крошка у меня получилась. 250 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю до пышности примерно 2-3 минуты. Добавляю сейчас туда всю заварную основу, остывшую до комнатной температуры, примерно по 2 столовые ложки. Заварная основа ни в коем случае не должна быть холодной, иначе крем расслоится. Лучше, чтобы она была 25-27 градусов Цельсия. Крем не будет устойчивым, он нам здесь и не нужен устойчивым. Крема здесь такое количество, как обычно использовалось в советском торте. Но если вы любите большое количество крема в тортах, тогда следует или в 1,5, или в 2 раза увеличить порцию крема. Итак, начинаю сразу сборку торта. Крем я визуально поделила на 4 части и каждую часть наношу на каждый корж. То есть торт элементарно простой, но очень вкусный получается и ни на что не похожий. Вот эти 100 грамм более крупно помолотого грецкого ореха я посыпаю на каждый корж. Если у вас торт этот будет стоять недолго в холодильнике и вы его хотите сразу подавать, следует тогда эти орехи смешать с кремом. Иначе у вас тогда не успеет пропитаться из-за этого орехового слоя следующий верхний корж. Это очень важно, потому что у меня торт будет стоять ночь в холодильнике. У меня все успеет пропитаться. Вы можете также использовать здесь любой ваш любимый крем. Также можете использовать элементарнейший, самый простой сметанный крем с сахаром, который раньше всегда использовался хозяйками для домашнего медовика. Он лучше пропитает этот торт, если вы любите пропитанные такие торты. Все на ваше усмотрение. Вы можете здесь также орехи добавлять, молотые на ваше усмотрение. Вместо грецкого ореха вы можете использовать фундук. Все, что вам нравится, миндаль. Но в оригинальном рецепте шел именно грецкий орех. Убираю на ночь в холодильник сейчас этот торт.
У меня ночь прошла, я сейчас натираю на терке, примерно 20 грамм здесь понадобится шоколада. Это уже на ваше усмотрение, сколько вы будете шоколада наносить. И вот такими полосками, характерными для внешнего вида Кутузова, я украшаю этот торт из шоколада, разрезаю. Он получается плотный, насыщенный, но в то же время он очень вкусный, благородный на вкус этот торт. То есть сытный торт, это маленького кусочка здесь будет достаточно. Торт именно для тех, кто очень любит орехово-медовые десерты. Это вот как раз такой тортик. И как я уже сказала, если вы любите побольше крема в тортах, то следует здесь увеличить порцию крема. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.